Миюки утверждает, что ее брат хорошо сдал вступительные экзамены и должен был стать лучшим учеником. Однако Тацуя напоминает ей, что его практические навыки в магии оставляют желать лучшего. Его приняли благодаря привилегии. В школе маги неудачники известны как сорняки, а маги гении как цветы. Миюки говорит, что ее брата должны были выбрать представителем нового ученика вместо нее. Тацуя уверяет ее, что для него это не имеет значения. Общеизвестно, что в школе сорняки используются как резерв. После их разговора Миюки уходит готовиться к своей речи. Вскоре к Тацуе подходит президент студенческого совета Сёгуса Маюми. Они знакомятся, и Тацуя уходит. Войдя в зал, Тацуя понимает, что цветы сидят впереди, а сорняки сзади. Вскоре приходят две девушки и садятся рядом с Тацуей. Они представляются как Эрика Чиба и Мизуки Шибата. Начинается церемония, и Миюки выступает с речью. После церемонии Эрика и Мицуки хотят, чтобы Тацуя проводил их до класса, но он говорит, что встречается с сестрой. Тацуя узнает, что Мицуки может видеть ауры, и решает скрыть свою ауру, чтобы она не догадалась, кто он такой. К ним присоединяется Миюки. В коридоре появляется Сегуса и говорит Миюки, что им нужно поговорить, когда она будет готова. Позже той же ночью Миюки злится, что Саюри не позвонила Тацуе, и еще какой-то старик тоже не звонил. Но Тацуя успокаивает ее и говорит, что не будет больше переживать из-за таких мелочей. На следующий день Тацуя навещает своего учителя Якумо. Якумо – эксперт в использовании ниндзюцу. Они с Тацуей вступают в поединок, но Якумо одерживает победу. После уборки Миюки и Тацуя идут в школу. Тацуя встречает парня Седжо Леонхарта, которого все зовут Лео. Лео рассказывает Тацуя, в чем он хорош, когда дело касается магии. Тацуя говорит, что он учится на инженера-мага. Во время обеда к Тацуе подходит девушка и вызывает его на дуэль. Друзья Тацуи злятся, потому что эта девушка пытается вести себя так, будто она лучше их. Девушка пытается напасть на Лео, но вмешивается Эрика и прерывает ее заклинание. Девушка активирует другое заклинание, но тут появляется студентка Мицуи Ханока. Она пытается использовать смертельное заклинание, чтобы остановить девушку. В этот момент появляются председатель дисциплинарного комитета Мэри и Сегуса. Они разнимают дерущихся и требуют объяснений. Тацуя быстро вмешивается и говорит, что девушки просто играли. Тацуя говорит, что Мэри видела всего лишь тренировочный поединок. Тацуя прикрыл Марию и Сегусу, чтобы их не наказали. Мария и Сегуса уходят. Парень, который начал драку, представился как Мурасаки Сюн. Он высокомерно заявил Тацуя, что ничего ему не должен, хотя тот только что спас его. Он сказал, что Миюки должна общаться с ними, а не с Тацуей и его друзьями. Мицуи извинилась за свою опрометчивость и поблагодарила Тацую за то, что он их прикрыл. Позже выяснилось, что в школе магии нет гражданских, и есть определенные заклинания, которые считаются секретными и не должны использоваться. На следующий день Сёгуса приглашает Миюки и Тацую в конференц-зал студенческого совета. Сёгуса знакомит их с членами студенческого совета. Сузуна казначей, Мэри председатель дисциплинарного комитета, Накаджо Азуза, также известная как Эдчан, секретарь, и, наконец, Ханза, вице-президент. Члены совета отмечают, что Миюки и ее брат Тацуя ведут себя как влюбленные, а не как брат и сестра. Тацуя в шутку говорит, что женился бы на Миюки, если бы она не была его сестрой. Сёгуса переходит к делу и рассказывает, что значит быть президентом. Она говорит, что президент избирается голосованием. Президент имеет право увольнять или назначать других членов, а председатель дисциплинарного комитета назначать председателя дисциплинарного комитета. Председатель дисциплинарного комитета избирается на внутренних выборах. По традиции, нового представителя студентов также приглашают в студенческий совет. Сёгуса спрашивает, хочет ли Миюки вступить в совет, и Тацуя кивает. В этот момент Миюки встает и сообщает совету, что ее брат более квалифицирован, чем она. Но Мэри говорит, что Тацую нельзя включить в совет. В совет входят только студенты первого курса, которых называют цветами. Тацуя учится на втором курсе и не подходит. Услышав это, Миюки признает поражение и соглашается вступить в совет. Мэри перебивает и говорит совету, что в дисциплинарном комитете все еще не хватает одного члена. Она говорит, что выбрать студента второго курса не будет нарушением закона. Сёгуса тут же предлагает кандидатуру Тацуи. Тацуя протестует и спрашивает, какие функции у дисциплинарного комитета.
Мэри объясняет, что комитет следит за тем, чтобы не было драк, и наказывает нарушителей. Тацуя пытается возразить, что его магические навыки должны быть высокими, чтобы он мог противостоять другим магам, но звенит звонок, и собрание откладывается. После занятий Тацуя и Миюки встречаются со студентами из студенческого совета. Тацуя уже решил отказаться от их приглашения. Мэри говорит Тацуе, чтобы он пошел с ней в здание дисциплинарного комитета, но Ханза возражает против его кандидатуры. Мэри говорит Ханза, что Тацуя умеет точно предсказывать, какое заклинание противник собирается использовать в бою. Это сделает его отличным дополнением к команде. Мэри добавляет, что студенты первого курса всегда были судьями для студентов второго курса. Это будет справедливо для комитета. Но Ханза настаивает, что Тацуя не подходит для этой роли. Тацуя понимает, что Ханза смотрит на него свысока и решает вызвать его на дуэль. Ханза смущен тем, что студент второго курса бросает ему вызов и сразу же принимает его. Он собирается разобраться с Тацуей и показать ему его место. Через несколько минут они появляются в тренировочном зале. Мэри рассказывает им правила поединка. Смертельные заклинания запрещены, и победитель определяется, когда один из бойцов сдается. Поединок начинается, и Ханза составляет подробный план, как победить Тацую. Он собирается атаковать, но Тацуя проносится мимо него и сбивает с ног. Мэри и остальные члены совета удивлены, как быстро Тацуя выиграл поединок. Он победил Ханза одним движением, и Тацуя объявлен победителем поединка. Мэри спрашивает Тацую, использовал ли он магию во время поединка, но Тацуя говорит, что использовал только физическую технику, которой он овладел. Миюки рассказывает группе, что ее брат эксперт в ниндзюцу. Ханза приходит в себя и понимает, какую атаку использовал Тацуя, чтобы победить его. Ханза кланяется Миюки и в стыде покидает комнату. Он понимает, что способности человека не должны оцениваться только по магическим тестам. Затем Мэри просит Тацую пройти с ней в штаб дисциплинарного комитета. Они приходят в офис комитета, и Тацуя видит, что там беспорядок. Он говорит Мэри, что может работать в таких условиях, если их уберут. Мэри и Тацуя убирают комнату и наводят порядок. Тацуя говорит, что несмотря на свои боевые навыки, он планирует стать только инженером-магом. Он также говорит, что некоторые студенты второго курса могут быть равнодушны к тому, что один из них их контролирует. Мэри уверяет его, что всегда найдутся способы справиться с любой враждебностью, которую он может встретить. Мэри сообщает Тацуя, что Мурасаки тоже будет работать в комитете, его рекомендовали преподаватели. Через несколько минут в комнату входят два члена комитета. Они удивлены, увидев второкурсника. Они считают, что он не подходит для работы в комитете. Но их мнение меняется, когда они слышат от Мэри, что Тацуя победил Ханзо в официальном матче. Они удивлены, потому что Ханзо никогда раньше не проигрывал. Они представляются Тацуя как Тацуме Каутара и Саваки Мидори. Позже той же ночью Миюки отдает Тацуе свой кэт, устройство для помощи в кастомизации. Миюки признается, что ревнует, когда Тацуя разговаривает с другими девушками и использует магию, чтобы повалить его на пол. На следующий день Мэри знакомит Тацую и Мурасаки с остальными членами комитета. Она говорит, что они сразу же присоединятся к патрулю. Члены комитета собираются, и Мэри выдает Мурасаки и Тацуи их значки и кэт. Она говорит, что они могут использовать их при определенных условиях. Однако Тацуя решает использовать более старые устройства кэт. Он берет два устройства и надевает их на запястье. Мурасаки насмехается над ним и говорит, что два устройства кэт не могут работать вместе. Тацуя идет по школе и видит, как несколько человек пристают к Эрике. Он вмешивается и спасает ее. Они вместе идут в гимнастический зал. Они видят, как Мибу из команды Пакёнда и Кайхара из клуба Кэндзюцу бросают друг другу вызов. Мибу начинает одерживать верх, когда Кирихара использует магию, чтобы атаковать ее. Тацуя вмешивается и нейтрализует Кирихару. Другие студенты-второкурсники злятся, что второкурсник их контролирует. Они нападают на Тацую, но он легко с ними справляется. Тем временем капитан команды Пакёнда Цукаса наблюдает за происходящим. Тацуя вызвал подкрепление после того, как нейтрализовал угрозу. Тацуя рассказал Мэри, как развивались события. Он сказал, что отвел Кирихару в клинику для оказания медицинской помощи. Мэри передала дело председателю Федерации внеклассных занятий Джуманджи Кацуда. Он отвечает за все клубные мероприятия и является зайцем в своем клане. Джуманджи сказал, что ему больше нечего добавить. Тацуя принял правильное решение. Кирихару накажут за его проступок. Позже Тацуя рассказывает друзьям, что смог нейтрализовать магию Кирихары с помощью антизаклинания.
Они удивлены, потому что эту технику невозможно выполнить без специального камня, который называется антонит. Тацуя говорит, что антонит – это военный ресурс, который нельзя просто так достать. Он объясняет, что ему удалось заставить двух кадов работать вместе только благодаря этому. Он создал заклинание с помощью одного када и противоположное заклинание с помощью другого. Волны, которые они создали, смогли нейтрализовать магию Кирихары. Однако Тацуя говорит, что не готов делиться этой техникой, потому что это может быть опасно. Если люди узнают, что есть способ нейтрализовать магию без антонита, это будет катастрофа. Он говорит, что организации захотят использовать эту технику в своих интересах и избавиться от пользователей магии. Антонит производится в небольших количествах и недоступен для всех, поэтому это все еще безопасный способ подавлять магические заклинания. На следующий день Тацуи звонят по рации и сообщают, что в спортзале началась драка. Он отвечает на звонок и говорит, что уже в пути. Когда он бежит через лес, он чувствует, что кто-то собирается напасть на него. Он настороже, и вдруг из леса кто-то выходит. Он нападает на Тацую, но тот легко отбивает его атаки. Нападавший понимает, что ему не справиться с Тацуей, и быстро убегает, чтобы его не заметили. Тацуя становится популярным среди учеников благодаря своей способности побеждать магов без особых навыков в магии. Тацуя и Миюки идут по школе, и к ним подходит Мибу. Она благодарит Тацую за помощь в борьбе с Кирихарой. Затем она приглашает Тацую на обед. Тацуя соглашается и говорит, что освободится через несколько минут. После ухода Мибу Миюки признается, что боится, что скоро люди узнают, насколько силен Тацуя. Тацуя успокаивает ее и уверяет, что все будет хорошо. Через несколько минут Тацуя встречается с Мибу. Мибу спрашивает, не хочет ли Тацуя вступить в команду по кёндо, но Тацуя отказывается. Он спрашивает, почему Мибу хочет пригласить его в клуб. Мибу говорит, что недовольна тем, что студенты первого курса считаются лучше студентов второго курса. Она говорит, что способности студентов не должны оцениваться по их магическим способностям. Она говорит, что клуб, в котором нет магов, решил объединиться и подать жалобу в школу. Она хочет, чтобы Тацуя помог им донести их мнение до школы. Тацуя обдумывает слова Мибу, но пока ничего не отвечает. Во время собрания комитета Мэри рассказывает, что кто-то использует свои магические способности, чтобы быть членом дисциплинарного комитета. Он состоит в организации под названием Бланшет, которая стремится уничтожить всех магов. Однако личность этого человека пока неизвестна. Миюки показывает членам комитета, что ее магия вмешательства становится сильнее, когда она злится, и все на столе замирает. Позже куратор Мисс Ано приглашает Тацую к себе в кабинет, чтобы задать ему несколько простых вопросов, которые помогут оценить новых учеников. Тем временем Мибу и капитан Чукаса обсуждают, как им завербовать Тацую, потому что им нужна его сила. Позже той же ночью Тацуя говорит Миюки, что Бланш – террористическая организация, которая прикрывается лозунгом о том, что к магам и немагам нужно относиться одинаково. Он говорит, что они хотят перевернуть страну с ног на голову. Их цель – уничтожить магию. Тацуя понимает, что за кулисами должен быть кто-то, кто отдает им приказы. Тацуя говорит, что 10 кланов не будут просто смотреть, как организация все разрушает. Тацуя решает, что им нужно вернуться в клан Яцуба, чтобы разобраться в ситуации. Во время одного из практических тестов Тацуя говорит Мизуки, что не собирается становиться боевым магом. Он хочет стать инженером-магом и создавать устойчивые источники энергии. Мизуки говорит, что теперь еще больше уважает Тацую, потому что он знает, чего хочет. Тацуя снова встречается с Мибу. Мибу говорит, что хочет уменьшить дискриминацию между двумя курсами. Она хочет, чтобы школа предоставила хорошие условия для студентов второго курса. Тацуя говорит, что избавиться от дискриминации невозможно, и им просто нужно с этим смириться. Он добавляет, что пока он заканчивает школу и получает диплом, его все устраивает, с чем бы он ни столкнулся. Он говорит, что школу нельзя винить в плохом поведении учеников по отношению друг к другу. Тацуя говорит Мибу, что у них разные принципы, и не видит причин, по которым он должен присоединиться к их команде. Через несколько минут несколько учеников захватывают студию и объявляют по громкой связи, что они хотят искоренить дискриминацию в школе. Студенческий совет собирается и обсуждает, как разрешить кризис без насилия. Тацуя звонит Мибу, и она признается, что она одна из учениц, которые находятся в студии. Тацуя обещает ей справедливые переговоры с советом, если она сдастся. Когда Тацуя и остальные попадают в студию, они арестовывают всех сообщников Мибу, кроме нее. В этот момент приходит Сакуса и приказывает им отпустить учеников. Она говорит, что совет школы дал ученикам право наблюдать за переговорами.
Они с Мибу уходят, чтобы поговорить наедине. На следующий день Тацуя спрашивает Сигуу, как прошла ее встреча с Мибу. Сёгуа говорит, что она согласилась на дебаты. Тацуя беспокоится, что команда второго курса может выиграть дебаты. Сёгуа уверяет Тацую, что она будет единственной, кто будет участвовать в дебатах против 4 других членов команды. Она добавляет, что если они победят ее в дебатах, то заслужат право быть частью школы. Позже Тацуя видит капитана Цукасу и сразу узнает в нем человека, который напал на него в лесу. Миюки говорит, что Цукаса пытается завербовать ее в команду. В ту ночь Тацуя встречается с Якумо, чтобы узнать больше о Цукасе. Якумо говорит, что старший сводный брат Цукасы – глава японского отделения Бланш. Он добавляет, что Цукаса всегда был в тени. Якумо говорит Тацуя, что по его ощущениям завтра на дебатах что-то произойдет. На следующий день Сёгуса выступает против команды коалиции на уже запланированных дебатах. Сёгусе удается убедить студентов, что все дискриминационные действия в школе будут прекращены. Она добавляет, что после следующих выборов в студенческий совет войдут студенты второго курса. Она обещает исправиться, прежде чем уйдет с поста президента. Весь зал аплодирует ей и соглашается со всеми ее предложениями. Внезапно рядом со зданием, где проходят дебаты, взрывается бомба, в зал врываются террористы, и между ними и студентами начинается бой. Тацуя и его друзья решают проверить место, где взорвалась бомба. Они отбиваются от множества террористов на своем пути. В этот момент появляется Мисано и сообщает Тацуя, что террористы нацелились на библиотеку, а бомба была лишь отвлекающим маневром. Она добавляет, что Мибу заодно с террористами. Она просит Тацую дать Мибу шанс. Оно рассказывает, что Мибу разочаровалась в учебе на втором курсе и в команде Кёнда. В итоге она попала в руки террористов, и они используют ее. Тацуя и его друзья направляются в библиотеку. Они добираются до библиотеки, и Тацуя использует свои способности, чтобы определить, где прячутся нападавшие. Он узнает, что Мибу и еще трое находятся в специальном читальном зале. Они, должно быть, ищут секретные материалы для кражи. Эрика разбирается с нападавшими, а Тацуя и Миюки идут в специальный читальный зал. Тем временем Мию уже понимает, что террористы используют ее только для того, чтобы заполучить секретные исследовательские документы. Террористы уже почти загрузили документы, когда пришли Тацуя и Бейки, чтобы остановить их. Тацуя говорит Мибу, что никогда не будет мира без дискриминации. Она должна быть сильной, чтобы не позволить этому влиять на нее. Тацуя разбирается с террористами, но Мибу убегает. Миюки хочет броситься за ней, но Тацуя останавливает ее. Он говорит, что Эрика остановит ее на выходе. Мибу сталкивается с Эрикой на выходе. Они вступают в бой, и Эрика легко побеждает. Мибу сравнивает боевые навыки Эрики с навыками Мэри. После победы над Мибу Эрика признается, что она из семьи Чива, а Мэри – одна из ее учениц. Она говорит, что намного превосходит Мэри в боевых навыках. Мибу теряет сознание, и Эрика помогает ей. Позже дисциплинарный комитет задерживает Цукасу. В медицинском центре Мибу рассказывает совету, как Цукаса вербовала студентов. Мибу плачет, увидев, как Цукаса и Бланш использовали ее. Тацуя требует сказать, где прячется остальная часть Бланш. Он планирует уничтожить их, но Мэри говорит, что лучше всего сообщить в полицию. Тацуя напоминает им, что если они сообщат в полицию, Мибу тоже накажут. Тацуя говорит, что готов в одиночку противостоять террористам. Однако студенческий совет и его друзья добровольно присоединяются к нему в борьбе против Бланш. Теперь главный вопрос – как узнать, где находится штаб-квартира Бланш. Тацуя знает, что оно прячется в маленькой комнате. Он открывает дверь и разоблачает ее. Оказалось, что Бланш прячется на заброшенной фабрике. Пока студенты готовятся отправиться на фабрику, появляется Кирихара и умоляет Джуманджи взять его с собой. Он извиняется за то, что произошло между ним и Мибу, и обещает больше так не поступать. Джуманджи принимает извинения и решает взять Кирихару с собой. Команда использует бронированный автомобиль, чтобы штурмовать фабрику. Тацуя объясняет каждому участнику его роль перед тем, как они войдут на фабрику. Тацуя и Миюки заходят в главный зал, и Тацуя с помощью своей техники сканирования определяет, где прячутся нападавшие. Они заходят в одну из комнат и видят, что их там поджидает старший брат Цукасы, лидера Бланш, со своими солдатами. Он говорит Тацуя, что его интересует его способность блокировать заклинания без антонита. Он предлагает Тацуя присоединиться к ним, но тот отказывается.
Он пытается загипнотизировать Тацую, но у него ничего не выходит. Тацуя говорит, что они использовали то же заклинание на Мибу, поэтому им было так легко ее контролировать. Солдаты пытаются выстрелить в Тацую и Миюки, но он использует заклинание, чтобы их обезоружить. Цукаса пугается и убегает. Миюки говорит, что разберется с солдатами, пока Тацуя будет преследовать Цукасу. Тацуя обнаруживает, что Цукаса ждет его за другой дверью с десятками вооруженных людей. В другой части здания Хирохара и Джуманджи нейтрализуют вооруженных людей на своем пути. Тацуя использует заклинание, чтобы разоружить террористов, прежде чем войти в комнату. Он заходит, и Цукаса использует заклинание, чтобы заблокировать магию Тацуи. Он удивляется, что Тацуя все еще может использовать магию, несмотря на то, что Цукаса блокирует ее. Заходят Кирихара и Джуманджи. Кирихара в ярости отрубает Цукасе руку, но Джуманджи не дает ему продолжить. После задержания террористов полиция получает информацию о них. Затем Тацуя навещает Мибу в больнице и рассказывает ей о последних событиях. Он просит Мибу связаться с ним, когда ее выпишут из больницы. Тем временем мы видим, как семья Яцуба обсуждает, как Тацуя защищает Миюки. Вскоре Мибу выписывают из больницы, и ее друзья приходят навестить ее, в том числе Тацуя. Тацуя знакомится с отцом Мию, и тот благодарит его за спасение дочери. Отец Мию рассказывает Тацуя, что знает человека, который присматривал за Тацуей, когда тот был маленьким. Тацуя удивлен, что отец Мию знает майора Казаму. Отец Мию говорит, что они вместе служили, и уверяет Тацую, что его секрет в безопасности. Кирихара и Мию не очень близки. Эрика даже называет их любовниками. По дороге в школу Мию благодарит Тацую за то, что он всегда ее защищает. Она говорит, что из-за нее Тацуя ходит в старшую школу и терпит все насмешки. Однако Тацуя уверяет ее, что его все устраивает. Мию и Тацуя тренируются с Якумо, когда Тацуя чувствует чье-то присутствие рядом с ними. Он приказывает нарушителю показать свое лицо. Мисс Ано выходит из темноты, и Тацуя спрашивает, что она здесь делает. Якумо говорит Тацуя, что Ано его ученица. Мию рассказывает, что она готовится к соревнованиям в 9 школах. Якумо говорит, что Мию будет участвовать в турнирах Mirage Bet и Ice Pillar Break. Тацуя напоминает Ано, что она не ответила на его вопрос. Она говорит Тацуя, что она работает в полиции под прикрытием и устроилась в школу на должность консультанта. Она начала работать под руководством Якумо, когда ее направили в эту школу. Во время футбольного матча Тацуя и Лео знакомятся с талантливым игроком Яшидой. Яшида признается, что давно хотел с ними поговорить. Позже школьный совет собрался, чтобы подготовиться к предстоящему соревнованию. Они составили список участников, которые будут участвовать в соревновании. Выяснилось, что им нужен инженер для технической части. Они попросили Тацую стать инженером Миюки, потому что они доверяют друг другу, а доверие – это очень важно. Тацуя будет отвечать за настройку Кэт Миюки. После того, как все обсудили, Тацуя уходит. Тем временем совет обсуждает, что заклинание полета еще не создано. Чан говорит, что все попытки создать заклинание антигравитации провалились. На общем собрании комитета и клуба Тацую назначают инженером среди технического персонала. Некоторые члены комитета отказываются от этого назначения, говоря, что Тацуя, возможно, не очень хорош в настройке Кэт. Сёгуса предлагает стать подопытным, чтобы посмотреть, как Тацуя работает. Но Кирихара вызывается сам, и совет соглашается. Они объясняют Тацуя, что нужно сделать с Кэт Кирихары, чтобы не повредить что-то еще. Тацуя начинает настраивать Кэт Кирихары вручную. Через несколько минут он заканчивает настройку. Кирихара проверяет и говорит, что все работает как надо. Некоторые члены совета все еще сомневаются, но, к удивлению, Ханза поддерживает включение Тацуи в техническую команду. Позже той же ночью Тацуя связывается с майором по видеосвязи. Майор рассказывает ему о последних событиях. Майор сообщает Тацуя о расследовании деятельности преступного синдиката и обо всей имеющейся у них информации. Майор говорит, что узнал, что Тацуя будет участвовать в соревнованиях 9 школ. Он желает Тацуя удачи и отключается. Той ночью Тацуя смог усовершенствовать магическую последовательность, которая активирует заклинание полета. Миюки пробует его и говорит, что оно идеально. Она говорит, что Тацуя особенный, потому что он может сделать невозможное возможным. На следующий день Тацуя и Миюки посещают лабораторию по разработке Кэт, чтобы усовершенствовать прототип заклинания полета. Они встречаются с главным инженером Ушиямой,
который хорошо знаком с Тацуей. Тацуя показывает ему прототип, и Ушияма не может поверить своим глазам. Он немедленно вызывает своих ученых, чтобы они протестировали его. Они вносят небольшие изменения и начинают пробовать. Заклинание работает идеально и не вызывает мигрени. Однако обычные маги быстро устают от его использования. Главный инженер Ушияма уверяет Тацую, что он будет работать над прототипом, чтобы сделать его более эффективным для всех. Тацуя и Миюки собираются уходить, когда сталкиваются со своим отцом и дворецким. Видно, что между Тацуей и его отцом напряженные отношения. Выясняется, что мать Тацуи была главой семьи Яцуба, а Миюки ее тетя. После неловкой паузы Тацуя и Миюки уходят. Тацуя приходит в школу и узнает, что распространилась новость о том, что он будет участвовать в соревнованиях в качестве технического персонала. Его друзья говорят, что не могут дождаться официального объявления. Во время официального объявления Тацуя смущается, когда все аплодируют ему. Позже в тот же день Яшида отрабатывает заклинание духа в экспериментальном корпусе. Мизуки стоит у двери и наблюдает. Яшида чувствует, что за ним кто-то наблюдает, и направляет атакующее заклинание на Мизуки. К счастью, Тацуя находится рядом и успевает рассеять заклинание до того, как оно попадает в Мизуки. Яшида извиняется за свою поспешность, а Мизуки извиняется за то, что подкралась к нему. Мизуки говорит, что у нее есть способность видеть разные цвета духов. Яшида говорит, что ее талант очень редкий и ценный. На следующий день ученики готовятся к поездке на соревнования. Секуса опоздала, и автобус пришлось задержать. Во время поездки одна из машин теряет управление и выезжает на встречную полосу. Это очень опасно, потому что машина приближается к автобусу на очень высокой скорости. Студенческий совет просит учеников сохранять спокойствие. Они используют разные заклинания, чтобы машина не врезалась в них. После того, как угроза устранена, они продолжают путь. Вскоре они прибывают в предоставленное им школьное общежитие. Говорят, что оно принадлежит военным. Когда они выходят из автобуса, Тацуя говорит Миюки, что в произошедшем инциденте явно замешана магия. Однако преступник позаботился о том, чтобы оставить после себя лишь несколько магических следов. Тацуя анализирует действия преступника, чтобы понять, как он создал идеальное заклинание для этого инцидента. Тацуя сообщает Миюки, что за заклинанием стоит водитель машины. Он использовал заклинание, чтобы скрыть свою причастность. Тацуя сказал, что это было покушение и что он наверняка работает на кого-то или какую-то организацию. Когда студенты заходят в вестибюль, они видят, что Мидзуки и Эрика их ждут. Эрика говорит, что воспользовалась своими связями, чтобы попасть в отель. Пока они веселятся, молодой человек, Масаки, чье происхождение на данный момент неизвестно, наблюдает за Миюки. Он рассказывает своему другу Джорджу, что она ему интересна. Джордж сообщает Масаки, что Миюки будет участвовать в соревнованиях по разрушению колонн и в Мираж-игре. Вскоре после этого на сцену приглашают председателя магической ассоциации мистера Кудо, также известного как Патриарх, чтобы он обратился к студентам. Кудо использует заклинание помех, чтобы попасть на сцену, чтобы его не заметили студенты. Однако Тацуя прекрасно понимает, что происходит. Кудо наконец появляется на сцене и извиняется за свою шутку. Затем он сообщает студентам, что сделал это специально, чтобы посмотреть на тех, кто выделяется среди них. Он говорит, что только 5 студентов смогли понять, что он делает. Он добавляет, что если бы на них напали, то только эти 5 смогли бы что-то сделать, чтобы остановить его. Он говорит студентам, что им нужно стараться улучшать свои магические навыки. Позже той же ночью Миюки и девочки идут в искусственный горячий источник, расположенный в подвале отеля. В ванной девочки говорят Миюки, что парень, который смотрел на нее сегодня, принц семьи Ачиджо. Тем временем Яшида тренируется возле отеля и видит, как какие-то злоумышленники пытаются проникнуть в отель. Он задается вопросом, достаточно ли он силен, чтобы с ними справиться. Он решает сразиться с ними, но грабители оказываются сильнее. Он уже почти проиграл, когда кто-то обезоруживает и вырубает преступников. Из тени появляется незнакомец, и оказывается, что это Тацуя. Тацуя говорит Ясиде, что он был неподалеку и почувствовал, что здесь что-то происходит, поэтому пришел на помощь. Тацуя говорит Ясиде, чтобы тот соврал властям, что это он обезвредил грабителей. Тацуя говорит Ясиде, чтобы тот забрал ценные бумаги, пока он будет стоять на страже. После ухода Ясиды появляется майор Казама. Он обращается к Тацуе как к офицеру особого назначения, а это значит, что он военный. Соревнования делятся на 2 части. В первой участвуют новички и старшеклассники. Первая старшая школа лидирует, и все смотрят на них.
Одна из новых учениц, Шизуку, тоже будет участвовать в турнире. На официальных женских соревнованиях по водным видам спорта Мэри будет представлять первую старшую школу. Она начинает с хорошего заклинания, которое позволяет ей удержаться на доске и не упасть. Затем она использует заклинание ускорения, чтобы опередить соперниц. Вскоре после этого Тацую вызывает майор Казама и другие военные. Тацуя входит в комнату, и они обращаются к нему как к офицеру особого назначения Юя Агуро, магу стратегического класса. Казама говорит Тацуе, что террористическая группа «Дракон», которую они расследуют, может попытаться сорвать турнир. Следующее соревнование – отборочный этап по скоростной стрельбе. Сегу участвует в матче и побеждает. Мэри тоже участвует в матче по игре в мяч, и Тацуя наблюдает за ней. Игра начинается, и Мэри без труда побеждает свою соперницу. В отборочных соревнованиях по ледолазанию победила представительница первой старшей школы. Она выиграла свой матч без каких-либо проблем. Однако у мужчин дела идут не очень хорошо, в то время как большинство девушек показывают отличные результаты. Им нужно выиграть хотя бы 4 из оставшихся 6 матчей. Тацуя создает новый кэт и предлагает Лео попробовать его в игре. Тацуя и Лео идут на тренировочную площадку, чтобы испытать его. Лео обнаруживает, что кэт действует как выдвижной меч и идеально подходит для него. Это третий день соревнований, и Мэри участвует в соревнованиях по плаванию. Игра начинается, и Мэри лидирует. Внезапно ученица из 7-й старшей школы начинает ускоряться в том месте, где ей следовало бы замедлиться. Мэри пытается ее спасти, и в результате они обе падают с перил на пол. Тацуя поднимается, чтобы проверить ее, и рассказывает врачам все, что им нужно знать о травмах Мэри. Мэри просыпается в больнице и видит рядом с собой Сегу. Она говорит Сеге, что на полное восстановление уйдет 10 дней. Это значит, что она больше не сможет участвовать в соревнованиях. Сега добавляет, что ученица из 7-й старшей школы была наказана за свое безрассудство. Она также сообщает Мэри, что Тацуя был тем, кто помог ей, когда произошел инцидент. Затем Сёгуа говорит Мэри, что причина, по которой она потеряла равновесие, пытаясь поймать девушку, в том, что была использована магия третьей стороны. Она говорит, что Тацуя получил записи с камер наблюдения и просматривает их. Пока они просматривали видео с Кисари, Кончи Йода и Миюки, выяснилось, что есть маги, специализирующиеся на контрзаклинаниях, которые всегда начеку. Также за территорией ведется усиленное наблюдение. Чтобы провернуть такой трюк, преступник должен находиться под водой. Тацуя задумался, может ли кто-то находиться под водой так долго. В этот момент в комнату вошли Яшида и Мизуки. Тацуя позвал их, чтобы они помогли проанализировать видео. Яшида понял, что здесь замешана магия духов. Он сказал, что есть способ наложить заклинание духа с отсрочкой действия. Оно сработает, когда придет время. Они также выяснили, что ученицы из 7-й школы взломали кэт. Они гадают, кто мог взломать кэт, ведь он всегда под замком. Затем совет сообщает Миюки, что она будет представлять Мэри в следующих матчах. Они говорят, что 3-я школа следит за ними и может обогнать первую, если они проиграют следующий матч. Тацуя будет настраивать кэт Миюки во время матчей. Позже Тацуя настраивает кэт Шизуку для ее следующего матча в скоростной стрельбе. Матч начинается, и кэт работает идеально для Шизуку. Позже Шизуку готовится к следующему матчу и обещает Тацуе, что выложится на полную. Матч начинается, и Шизуку не оставляет сопернице ни единого шанса на победу. Тацуя начинает получать похвалу от студентов за то, что он улучшил их кэт. Большинство из них хотят, чтобы Тацуя работал их инженером. Одно из заклинаний, которое использует Тацуя, считается новым заклинанием. Его должны были записать в школу под его именем, но Тацуя сказал, что вместо этого они должны записать его под именем Шизуку. Тем временем в 3-й старшей школе проходит собрание. Оказывается, Масаки и Джордж учатся в 3-й старшей школе. Они пришли к выводу, что 1-я старшая школа побеждает не только благодаря таланту. Джордж говорит, что за кулисами работает их инженер. Масаки считает, что заклинания, которые создает Тацуя, выше школьного уровня. Они пришли к выводу, что любое соревнование, в котором участвует Тацуя, будет для них проблемой. Затем Тацуя помогает Ханаки настроить ее кэт для подготовки к соревнованию. Тацуя также делает для Ханаки оптические очки, чтобы создать оптическую иллюзию. Соревнование начинается, и Ханака легко побеждает. После соревнования Ханака подбегает к Тацуе и благодарит его за помощь. Она плачет, потому что никогда раньше не выигрывала соревнования. Пока у девочек все хорошо, а мальчики не оправдывают ожиданий. Мы видим, как группа букмекеров обсуждает свой план, который провалился.
Выясняется, что они стояли за инцидентом, произошедшим с Мэри. Их цель не дать первой старшей школе победить и сделать третью школу победителем. Если первая школа победит, они потеряют много денег, потому что первая школа фаворит. Они планируют сделать все возможное, чтобы первая школа не выиграла соревнования. Позже Тацуя говорит Миюки, что намеренно отказался от возможности добавить свое имя в школьный справочник, потому что все еще пытается скрыть свою силу. Он говорит, что если он это сделает, то потеряет свой серебряный статус, а у него пока нет сил бросить вызов лидеру семьи Яцуба. Миюки обещает всегда быть на стороне Тацуи, что бы ни случилось. Следующее соревнование – это состязание ледяных столбов. Шизуку появляется и побеждает своего соперника. Миюки тоже побеждает своего соперника во время состязания ледяных столбов. В итоге Шизуку и Миюки соревнуются друг с другом. Тем временем Мурасаки завидует, что все хотят, чтобы Тацуя был их инженером. Он говорит своим друзьям, что они должны выиграть завтрашнее соревнование по коду монолита. Он хочет показать всем, что цветы лучше сорняков. Вскоре после этого Масаки и его помощник Китидзёдзи Синкура приходят к Тацуя. Тацуя удивлен, что Алый принц и кардинал Джордж пришли к нему перед своим матчем. Они говорят Тацуя, что он популярен среди студентов благодаря своим инженерным навыкам и пришли посмотреть на него лично. Они говорят ему, что завтра будут соревноваться по коду монолита. Они спрашивают, будет ли он главным на мероприятии, но Тацуя отказывается. Они показывают свое разочарование, что не смогут соревноваться с Тацуей. Они говорят ему, что с нетерпением ждут возможности посоревноваться с ним, и уходят. Во время следующего матча Ханоки ее соперник надевает очки, чтобы она не могла использовать свое оптическое заклинание. Однако у нее уже есть запасной план, и она все равно побеждает. На этапе новичков в женской лиге первая старшая школа выходит в финал Лиги столбов. Поскольку 3 команды из первого дивизиона вышли в финал, оргкомитет дал им возможность пропустить финал и сохранить количество очков. Акечи решает сняться с соревнований, но Шизуку говорит, что хочет сразиться с Миюки. Миюки принимает вызов. В финале Шизуку выкладывается на полную и почти побеждает Миюки. Однако Миюки показывает, почему с ней нельзя шутить, и побеждает Шизуку мощным заклинанием. Позже Ханоко утешает Шизуку после поражения от Миюки. Той ночью Тацуя думает о том, насколько сильны Масаки и Китидзёдзи. Масаки когда-то служил в армии и в одиночку уничтожил вражеские силы. Китидзёдзи, с другой стороны, мастер тактики, который в юном возрасте уже провел несколько исследований. Их дуэт – настоящая угроза. Тацуя рад, что они не могут использовать заклинания военного уровня на турнире. Однако Тацуя считает, что Мурасаки будет нелегко в завтрашнем матче. На следующий день Тацуя узнает, что Мурасаки и его команда оказались под завалами во время игры. Они тяжело ранены и не смогут продолжить соревнования. Сёгуса сообщает Тацуя, что их каверы не были оснащены заклинаниями-батарейками. Тацуя считает, что их кто-то подставил. Он рассказывает Сёгусе о террористической группировке, которая пытается сорвать соревнования. Тем временем букмекеры веселятся из-за того, что первый дивизион снялся с соревнований. Перед матчем Тацуя успокаивает их представителей и говорит им беречь силы. Игра начинается, и первый дивизион выигрывает матч. Во время игры Ханако понимает, что Тацуя – серебряный телец, но решает не говорить об этом. Позже Сёгуса получает информацию, что если они не смогут участвовать в соревновании новичков, то скорее всего не победят. Победителями в этом году станут ученики 3-й старшей школы. Комитет по соревнованиям предлагает им выбрать замену для Мурасаки и его команды. Сёгуса предлагает Тацую в качестве замены. Тацуя сначала отказывается, но Джуманджи убеждает его, что Сёгуса полностью доверяет его мнению. Тацуя соглашается, и ему предлагают выбрать свою команду. Он выбирает Лео и Яшиду. Он говорит, что работал с ними и знает их способности. Тацуя сообщает Лео и Яшиде о своем решении. Он говорит Лео, что будет защищать нападение, а Яшида будет защищать защиту. Они могут выиграть игру, выбив всех соперников или открыв монолит и введя специальный код. Тацуя говорит Яшиде, что его древняя магия сильнее, чем он думает. Дуэт соглашается и говорит Тацуя, что они верят в него. На следующий день Масаки и Кичиджоджи приходят посмотреть на способности Тацуи против 8-й старшей школы. Матч начинается, и Тацуя использует заклинание разрушения, которое всех удивляет.
Сёгуса говорит, что это заклинание используется для разрушения других заклинаний. Тацуя и его команда работают сообща, чтобы победить соперников. Масаки и Кичиджоджи тоже наблюдают за происходящим. Кичиджоджи говорит, что Тацуя более опытен в битвах, чем он ожидал. Однако он говорит, что его магические способности очень низкие. Он предлагает устроить Тацуе магический поединок 1 на 1, и тогда они гарантированно победят. Китидзедзи тоже надеется, что их матч с первой школой пройдет на равных, и Тацуе негде будет спрятаться и устроить засаду. Затем Тацуя и его команда выигрывают следующий матч против второй школы. Тем временем товарищи Тацуи по армии смотрят игры и говорят, что, возможно, ему придется использовать свое сильнейшее заклинание против Масаки, когда они встретятся. Вскоре после этого Миюки и Тацуя видят, как Эрика стреляет в своего брата Сугу. Она утверждает, что Сугу бросил свои дела в Таиланде, чтобы приехать и навестить Мэри. Она утверждает, что Мэри испортила Сугу. Сугу говорит, что приехал навестить Мэри, потому что слышал, что она была ранена. Он просит Эрику извиниться перед Мэри, но она отказывается и уходит. Она видит, что Миюки и Тацуя смотрят на нее. Они идут к торговому автомату, чтобы купить что-нибудь попить, и Миюки раскрывает секрет Эрики. Миюки говорит, что Эрика любит своего брата, но не хочет этого показывать. Эрика пытается это отрицать, но это очевидно. Миюки и Тацуя идут смотреть матч Масаки против 8-й школы. Тацуя сразу понимает, что Масаки захочет вызвать его на ближний бой во время матча. У Масаки есть очень мощное защитное заклинание, которое он использует, чтобы сделать атаки противника бесполезными. Позже той же ночью Яшида отправляется на гору Фудзи, чтобы поглотить магическую энергию из окружающей среды. Он встречает Эрику в своем обычном месте. Выясняется, что Эрика и Яшида уже договорились о помолвке со своими семьями. Эрика призывает Яшиду выложиться на полную во время матча против 3-й школы. Оно приходит, чтобы передать Тацуе посылку от Якумо. Тацуя поручает Оно выяснить, где находится база безголового дракона. Оно спрашивает, собирается ли Тацуя напасть на них, но тот отвечает, что просто хочет узнать больше о своих врагах. Масаки и Китидзедзи узнают, что их матч против первого дивизиона состоится на открытой площадке, как Тацуя и предполагал. Дуэт уверен, что они победят. Тацуя дает Лео и Яшиде мантии, которые они должны надеть, чтобы защититься от невидимых пуль Китидзёдзи. Дуэт не хочет их надевать, но Тацуя уверяет их, что наложил на мантии нужную магическую энергию. Тацуя начинает думать, как победить Масаки. Масаки сам по себе представляет большую угрозу, не говоря уже о Масаки и Китидзедзи. Пока он тренируется, к нему подходит Миюки и подбадривает его. Она говорит, что верит в Тацую и что никто не сможет его победить. Услышав эти слова, Тацуя решает выиграть матч, чего бы это ни стоило. Затем обе команды занимают свои позиции для матча. Масаки и Китидзёдзи понимают, что Яшида и Лео носят мантии, которые отражают пули Китидзёдзи. Масаки говорит, что они уже на поле боя и должны думать, как победить своих противников. Тем временем председатель Курё тоже сидит на трибунах, наблюдая за матчем между 1-м и 3-м дивизионами. Он говорит, что его внимание привлек один юноша. Игра начинается, Мисаки атакует, но Тацуя нейтрализует все, что она бросает в него. Китидзедзи удивлен, что Тацуя использует другую магию, отличную от той, которую он применял в предыдущих боях. Он поражен тем, как быстро Тацуя смог изменить последовательность активации. По ходу боя Китидзедзи также обнаруживает, что мантия Лео может использоваться как щит. Яшида применяет магию иллюзий, чтобы обмануть противников. Однако Китидзедзи и Масаки сбивают Яшиду и Лео с ног. Масаки применяет смертоносное заклинание на Тацую и слишком поздно понимает, что не скорректировал последовательность. Такое заклинание, скорее всего, убьет Тацую. Масаки думает, что нарушил закон и применил смертоносное заклинание против Тацуи. В этот момент Тацуя начинает разрушать заклинание и приближается к Масаки. Он использует очень быстрое заклинание восстановления, чтобы исцелить себя, и оказывается перед Масаки. Тацуя щелкает пальцами. Он применил заклинание, усиливающее звук щелчка. Это приводит к тому, что барабан Масаки лопается, а также повреждает его полукружные каналы. С помощью этого заклинания Тацуя выводит Масаки из строя.
Он падает на колени, потому что заклинание истощило его силы. Сёсуса удивлена, что Тацуя не погиб от заклинания Масаки. Она пытается понять, как это произошло, но Джуманджи говорит ей пока не думать об этом. Товарищи Тацуи по армии видят, что он сделал, и говорят, что только 2 человека в стране и 50 в мире обладают таким быстрым навыком восстановления, как у Тацуи. Фудзибаяси говорит, что Тацуя отличный помощник для них, а майор говорит, что он будет хорошей лабораторной крысой. Майор добавляет, что единственный человек, который близок к Тацуе среди них, это Янаджи. Видя, что Тацуя победил Масаки, Яшиде удается собраться с силами и также победить Китидзедзи. Лео заботится об их последних товарищах по команде, и первая школа объявляется победителем турнира новичков. Барабанная перепонка Тацуи также пострадала от его собственного заклинания, и он все еще управляет своим вторым ухом. Миюки и остальные ученики болеют за Тацую и его команду, когда они покидают поле боя. Видно, что букмекеры проводят экстренное совещание. Они потрясены тем, что первой старшей школе удалось выиграть турнир по Мане с помощью кодовых игр. Они решили, что нужно сделать все возможное, чтобы помешать им выиграть соревнования. Они потеряют миллионы долларов, если победит первая средняя школа. Им нужно создать препятствия, чтобы остановить соревнования. Они решили послать одного из своих усиленных телохранителей, известного как Генератор, убить нескольких студентов. Перед началом игр летучая мышь Мираж Тацуя сказал Миюки, что у него есть предчувствие, что что-то произойдет. Однако у него нет никаких доказательств, подтверждающих его утверждение. Он обещает Миюки, что всегда будет защищать ее несмотря ни на что. Игра начинается, и один из учеников, Хирокава Кахару, из первой средней школы падает с высоты, но его спасают охранники. Она не может продолжать соревнования, и Миюки остается только закончить соревнование Мираж Бет. Мизуки понимает, что кто-то испортил Кэт девочки, и сообщает об этом Тацуя. Тацуя говорит Миюки готовиться к матчу, но ему нужно проверить ее Кэт 1 числа. Он забирает Кэт в офис администрации соревнований для проверки. Дежурный офицер забирает удостоверение и кладет его на сканер для проверки. Пока сканер сканирует удостоверение, Тацуя понимает, что офицер ввел в него какой-то вирус. Он требует объяснения и угрожает любыми способами допросить офицера. В этот момент в комнату входит председатель Курио и спрашивает, что происходит. Тацуя рассказывает ему, и Курио сам проверяет удостоверение. Он подтверждает, что удостоверение взломали. Он говорит, что в удостоверение был введен вирус, который позже может привести к сбою. Он приказывает охране арестовать виновного и выражает свое разочарование тем, что кто-то из администрации школы вмешивается в работу удостоверений первой старшей школы. Он советует Тацуе использовать резервные удостоверения, чтобы избежать любых проблем. Курио просит Тацую зайти к нему, когда у него будет время, и Тацуя соглашается. Начинается игра, и все удивляются, когда Миюки использует заклинание полета. Она летает и разбивает все шары. Это приносит ей безупречную победу в игре. Тем временем букмекеры решают активировать один из своих генераторов. Они говорят, что нужно сделать все возможное, чтобы избежать критики со стороны организации, на которую они работают. Генератор проникает в школу и собирается выйти из-под контроля, но его останавливает кто-то из спецназа. Оказывается, это Янаги. Вместе с Фудзибаяси и еще одним офицером Санатой они уничтожают генератор. Позже Тацуя говорит Миюки, чтобы она отдохнула перед матчем с Мираж Бет, который назначен на следующий день. Он хочет, чтобы она восстановила силы перед матчем. Матч начинается, и другие участники тоже начинают использовать магию полета. Тацуя объясняет друзьям, что комитет должно быть слил информацию о последовательности действий другим школам. Он говорит, что после последней игры его попросили предоставить результаты Миюки для анализа. Затем он говорит им, что остальные школы не знают, что есть ограничения на использование этой магии. Другие участники начинают уставать от использования заклинания. Но Миюки хорошо владеет этой магией и побеждает, поэтому первая старшая школа выигрывает. Студенты празднуют победу, но Тацуя куда-то пропал. Миюки говорит, что Тацуя пошел спать, потому что устал. Тем временем Тацуя встречается с Ано, чтобы получить информацию о группе «Безголовый дракон», о которой он просил. После того, как он получает информацию, Тацуя встречается с Фудзибаяси. Тем временем Курио встречается с майором по поводу Тацуи. Он говорит, что военные забрали Тацую у семьи Яцуба 3 года назад. Майор говорит, что Яцуба еще не отказался от своих прав на Тацую. Кудо говорит, что Тацуя и Мисаки могут стать мощной силой в стране. Кудо добавляет, что семья Яцуба может стать еще сильнее со временем.
Тацуя и Фудзибаяси едут туда, где букмекеры всегда проводили свои встречи. Группа планирует устранить Тацую за то, что он разрушил их планы. Они сетуют на то, что все попытки узнать о его прошлом оказались безуспешными. Тацуя забирается на вышку сотовой связи и использует магию, чтобы связаться с букмекерами. Он начинает устранять их телохранителей с помощью магических пуль. Один из букмекеров пытается застрелить его из снайперской винтовки, но его атака оборачивается против него, и Тацуя стреляет ему в глаз. Тацуя убивает всех букмекеров, кроме одного. Последний, Хуан, стоя на коленях, кричит, что они больше не будут вмешиваться в соревнования. Он также обещает, что организация «Безголовый дракон» покинет Японию. Он добавляет, что является советником босса и сделает все, что тот ему скажет. Хуан умоляет сохранить ему жизнь и называет имя своего босса. Он говорит, что его зовут Сон Ганмин. Тацуя говорит Хуану, что никто не тронет его сестру. Он добивает Хуана и его сообщников. На следующий день Тацуя встречается с военными, и они благодарят его за помощь. Они сообщают ему, что организация «Безголовый дракон» занимается производством магических усилителей. Некоторые из их экспериментов — это генераторы. Они подключаются к мозгу магов и используют определенные методы, чтобы усилить их способности. Турнир 9 школ подходит к концу, и Джуманджи и его команда одерживают победу. Первая старшая школа объявляется победителем, и они празднуют свою победу вечеринкой. Во время вечеринки Масаки и Тацуя улаживают свои разногласия. Тацуя просит Миюки потанцевать с Масаки. Тацуя также танцует с Ханакой. Позже Джуманджи говорит Тацуя, что он должен присоединиться к клану 10 мастеров, предпочтительно к Сеусам. Он говорит, что победа Тацуи над Мисаки Итидзё, который является следующим главой клана Итидзё, вызвала много шума. Он советует Тацуе не слишком долго раздумывать над этим решением. Он также предлагает Тацуе жениться на Мию Исягусе, председателя студенческого совета. Два полицейских, инспектор Чибата Шиказу и Инагаки, получают сообщение о незаконном проникновении на пирс Якогамы. Они спешат на пирс, чтобы задержать нарушителей. Они задерживают корабль, но уже слишком поздно, нелегальные иммигранты уже в городе. В другом месте Якогамы, в китайском квартале, мужчина по имени Джао принимает иммигрантов и помогает им. Один из пришельцев выглядит устрашающе и опасно. Начинается новый семестр, и Сегуса больше не является председателем студенческого совета. Теперь председателем стал Накаджо, а Миюки его заместитель. Ки казначей, а Ханака секретарь. Миюки видит, что Тацуя что-то исследует, и спрашивает, что это за исследование. Он говорит, что изучает философский камень и его способность хранить магические последовательности. Объяснив Миюки, что это значит, она говорит ему, что Рин ищет его. Рин хочет поговорить с ним о конкурсе диссертаций в следующем месяце. Тацуя идет в кабинет магической геометрии, чтобы встретиться с Рин и их учителем. Он приходит туда, и учитель сообщает ему, что магическая ассоциация проводит конкурс диссертаций, который состоится в конце месяца. В нем также примут участие 9 школ. Учителя просят Тацую принять участие в конкурсе. Авторами будут Рин, Ки и Тацуя. Учитель говорит Рин, чтобы она передала Тацуе остальные детали и ушла. Рин говорит Тацуе, что она будет основным автором, а он и Кей соавторами. Тацуя слышит тему, над которой Рин собирается работать, и ему становится еще интереснее. Тема исследования – техническая возможность создания термоядерного реактора на основе гравитационного контроля. У них есть 9 дней, чтобы закончить работу и отправить ее преподавателю. Преподаватель проверит ее и отправит в магическую ассоциацию. Позже они будут представлять свою работу на конференции в Якогаме. В тот же день Тацуя рассказывает друзьям, что его выбрали в качестве одного из авторов научной работы. Они шутят, что он, должно быть, согласился, потому что это соответствует его навыкам инженера-мага. Когда Тацуя и Миюки возвращаются домой, они видят, что их ждет Саюри. Оказывается, что Саюри – женщина, на которой их отец женился после смерти их матери. Саюри говорит Тацуя, что ей нужна его помощь. Она просит его бросить школу и вернуться в штаб-квартиру Яцубы, чтобы помочь в исследовательском отделе. Тацуя отказывается и говорит, что некому будет присматривать за Миюки. Затем Саюри показывает Тацуе реликвию, которую военные прислали им для анализа. Тацуя заинтересовался, когда услышал, что реликвия может хранить магические последовательности. Они планируют создать такую же реликвию с помощью Тацуи. После разговора Саюри уходит. Тацуя решает пойти за ней, потому что ему кажется, что за реликвией могут охотиться плохие люди. На Саюри нападают какие-то люди, но Тацуя приходит и убивает их. Внезапно снайпер стреляет в Тацую. Тацуя находит его и убивает.
Тацуя рассказывает майору Казами о случившемся, и Казама говорит, что есть несколько организаций, которые могут позволить себе такого эффективного снайпера. Теперь Тацуя хранит реликвию у себя после этого инцидента. Он говорит, что с помощью реликвии можно создать магическое оружие, и им смогут пользоваться не маги. В другом месте мы видим, как человек, проникший в Якогаму, отдает приказы. Похоже, он лидер могущественной тайной организации. Тацуя работает за компьютером, когда обнаруживает хакера, пытающегося получить доступ к его файлам. Однако ему удается заблокировать хакера. Тацуя разговаривает с Ано и спрашивает его об организациях, которые покупают или продают информацию. Ано говорит, что в Якогаму было несколько незаконных проникновений, и это точно не совпадение. Тацуя говорит Ки о хакере, и тот отвечает, что хакер, возможно, ищет материалы для исследований, связанные с магией. Позже Мэри сообщает Тацуя, что дисциплинарный комитет обеспечит безопасность писателей. Она говорит, что если их не охранять, то их могут ограбить. Мэри говорит, что Кирихара и Ханза будут охранять Рин во время соревнований. Тацуя говорит Мэри, что ему не нужна охрана, и Мэри отвечает, что это неудивительно. Тацуя и его друзья выходят из торгового центра и замечают, что кто-то за ними следит. Они пытаются догнать ее, но ей удается сбежать. В штаб-квартире тайной организации обсуждают, как их шпионка едва не пострадала. Лидер приказывает своим людям направить больше ресурсов на первую старшую школу и Тацую. Он также добавляет, что они должны оказывать девушке больше поддержки. Он говорит своему помощнику Лугонгу, чтобы тот взял на себя ответственность и устранил всех, кто крутится рядом. В Якогаме Шиба и Инагаки решают зайти в кафе. Шиба говорит, что в кафе работает человек, у которого есть информация, которой даже полиция не может завладеть. Свидетели, которые есть у полиции по поводу инцидента с одноклассниками, отказываются говорить. В это время к Шибе подходит Фудзибаяси. Фудзибаяси говорит Чибе, что ей нужна его помощь. В этот момент ей звонят, и она выходит, чтобы ответить на звонок. Затем мы видим, как Тацуя и его друзья сидят в кафе. Мидзуки чувствует, что за ними кто-то наблюдает, и этот человек не из школы. Эрика и Лео выходят из кафе, чтобы задержать того, кто за ними следит. Он сопротивляется, но им удается его скрутить. Они его допрашивают, и он говорит, что его зовут Дзиро Маршал, и он им не враг, он просто хочет убедиться, что они не шпионы. Эрика и Лео теряют бдительность, и Дзиро удается сбежать. Перед уходом он говорит Эрике и Лео, чтобы они сказали своим друзьям не терять бдительность только потому, что они на территории школы. После побега от Лео и Эрики Дзиро звонит Фудзибаяси и сообщает ей, что его раскрыли и его нужно заменить. Внезапно Дзиро сталкивается с Лу, которого он узнает как тигра-людоеда. Дзиро пытается сразиться с Лу, но у него нет шансов. Лу легко убивает Дзиро и поджигает его тело, прежде чем уйти из переулка. Тацуя и его команда начинают проверять практическую часть своей диссертации. Первый этап проекта проходит успешно. Среди зрителей, наблюдающих за мероприятием, Мибу замечает девушку, которая следила за ними раньше. Мибу преследует ее, и ее друзья присоединяются к погоне. Мибу догоняет ее и просит представиться. Девушка говорит, что ее зовут Чиаки Хирокава. Мибу спрашивает, зачем ей взломщик паролей. Мибу советует ей перестать работать шпионкой, потому что они просто используют ее и потом бросят. Мибу пытается задержать ее, но она сопротивляется. Она не сдается, пока не появляется Кирихара и не валит ее на землю. Чиаки теряет сознание, и ее отводят в медпункт. Они просят дежурного врача сообщить им, когда Чиаки очнется. Позже Канон говорит Сакамото, что ему нужно покинуть место проведения практики из-за его предвзятого отношения к двум студентам. После того, как Сакамото уходит, Эрика просит Лео пойти с ней. Канон идет навестить Чиаки в медпункте. Она рассказывает, что ее заданием было переписать программу и не дать магическому устройству работать. Она говорит, что сделала это назло Тацуе. Оказывается, Чиаки – младшая сестра Кахару. Она винит Тацую в несчастном случае с сестрой. Она говорит, что Тацуя должен был знать, что устройство может сломаться. Каннон и Ки пытаются объяснить ей, что Тацуя не виноват в аварии, но она не хочет ничего слышать. Доктор Аска говорит Канану, что она передаст Чиаки в больницу при университете. Тем временем Лео и Эрика едут в такси к дому Эрики. Эрика говорит, что Лео нужно освоить новую технику боя, которая будет смертельной для его противников. Эрика говорит, что им нужно подготовиться к возможному теракту. Эрика предлагает Лео потренироваться в ее доме. Эрика говорит, что у нее есть для него идеальная техника. Она называется «Секретный меч». Далее совет говорит, что они планируют заставить Кахару поговорить с сестрой,
но Тацуя считает, что в этом нет необходимости. Он говорит, что Чиаки, вероятно, даже не знает подробностей о людях, на которых работает. В Якогаме Джо сообщает лидеру тайной организации, что Чиаки провалила задание. Он впервые называет лидера по имени, и мы узнаем, что его зовут Чин. Джо говорит, что от Чиаки больше нечего узнать. Вскоре после этого Лео тренируется в семейном дадзё Чибас. Он хочет освоить новую технику, чтобы быть более полезным. Тем временем Джуманджи тоже тренирует студентов, которые будут охранять участников конкурса писателей. Яшида тоже среди них. После тренировки им дают сытный обед, чтобы восстановить силы. Тацуя и Миюки едут на велосипедах в центр подготовки кадетов. Тацуя замечает, что за ними следит птица. Тацуя увеличивает скорость и быстрее добирается до центра. Дуэль прибывает туда и обнаруживает, что центр тоже атакован хакером. Им удается заблокировать хакера и снова взять систему под контроль. Тацуя говорит Ушияме, что у него есть кое-что для него. Тацуя собирается передать посылку, но сначала уничтожает птицу-шпиона. Выясняется, что организация Чена использует птицу, чтобы следить за Тацуей. Чен говорит, что теперь у него есть подтверждение, что Тацуя передал реликвию Ушияме и оставил ее на хранение в центре. Он добавляет, что единственная сложная задача – найти способ проникнуть в центр. Затем Шен приказывает Лю найти Чиаки, пока до нее не добрался Джоу. Затем Тацуя отправляется в школьную лабораторию робототехники, чтобы проверить их проект. Он говорит помощнице роботу Пикси, чтобы она оставалась на месте, пока он работает. Внезапно Тацуя начинает чувствовать действие усыпляющего газа, и Пикси дает ему маску. Однако Тацуя приказывает Пикси включить принудительную вентиляцию. Он говорит Пикси записать все, что будет происходить дальше. Он также приказывает Пикси не трогать любого, кто войдет в комнату в течение следующих нескольких минут. Тацуя выключает свет и оставляет Пикси в пассивном режиме. Тацуя притворяется, что уснул от усыпляющего газа. В этот момент в комнату входит неизвестный и подключает к компьютеру устройство для взлома. Внезапно включается свет, и оказывается, что это Сакамото. Кэннон приказывает Сакамото отдать свой кэт и сдаться. Он пытается напасть на Кэннона, но тот вырубает его заклинанием. В следующей сцене мы видим, как Чуху навещает Мэри в больнице, где держит Чаки. Джао тоже направляется в палату Чиаки, но замечает Лю. Он быстро включает сигнал тревоги. Мэри и Сугу понимают, что преступник, должно быть, пришел за Чиаки. Лю бежит на этаж, где находится Чиаки, и сталкивается с Лоу. Сугу тоже узнает Лоу, и между ними завязывается драка. Позже Мэри присоединяется к драке, и когда Лоу понимает, что проигрывает, он убегает. Сугу говорит Мэри, что Лоу маг, который связан с силами специального назначения Великого Азиатского Альянса. В штаб-квартире секретной организации Чен говорит Лю, чтобы тот пока не обращал внимания на Чиаки и занялся Сакамото, потому что его тоже арестовали. Чиаки тоже навещает Джоу, и тот советует ей забыть о нем. Тацуя, Сагуса и Мэри приходят в центр заключения, чтобы допросить Сакамото. Пока они это делают, срабатывает сигнализация. Они проверяют коридор и обнаруживают, что это Лу проник в здание. Мэри бросается за ним и использует всю свою силу, чтобы сразиться с ним. Лу использует заклинание невидимости, чтобы проскочить мимо Мэри, но Тацуя останавливает его. Сагуса и Мэри используют мощное заклинание, чтобы обезвредить Лу. Тацуя сообщает Фудзибаяси, что Лу схвачен. Она считает это победой, потому что Чин несколько раз ускользал от них. Чин идет к Чжао за помощью в связи с недавним кризисом. Чжоу говорит Чону, что Лю переводят в Якосуку на следующий день. Это лучшая возможность его вызволить. Затем Чжао спрашивает Чена, может ли он не трогать Чайнатаун во время нападения, которое, как утверждается, произойдет завтра. Чен говорит, что сделает все возможное, чтобы Чайнатаун не пострадал. Он говорит, что их цель, то есть филиал магической ассоциации в Канто, находится недалеко от Чайнатауна. Чин добавляет, что они также собираются участвовать в конкурсе диссертаций. В первой старшей школе готовятся к завтрашнему мероприятию. Тацуя говорит своим друзьям, что по его сведениям конкурс диссертаций каждый год привлекает террористов. Его друзья говорят, что будут начеку и обеспечат безопасность во время мероприятия. Позже Рин приходит навестить Чиаки. Она говорит, что знает, что Чиаки заняла второе место в письменном тесте по инженерным навыкам во время вступительных экзаменов. Тацуя был лучшим учеником.
Рин говорит, что у Чаки почти такой же уровень мастерства, как у Тацуи. Рин считает, что Чаки не должна отказываться от своей ненависти к Тацуе. Ей нужно использовать это как мотивацию, чтобы стать лучше, чем Тацуя. Сказав это, Рин уходит. По пути она говорит Ки, что специально сказала это, чтобы мотивировать Чаки. Рин добавляет, что знания и талант Чаки понадобятся в ближайшем будущем. Тем временем Фудзибаяси приглашает Чибу Тошиказу на мероприятие, посвященное защите диссертации. Она говорит ему, чтобы он был вооружен и привел с собой друзей. Позже все школы прибывают в конференц-центр, чтобы подготовиться к соревнованиям. Вскоре после этого Фудзибаяси встречается с Миюки и Тацуи, чтобы рассказать им о последних событиях. Она передает Тацуе мобильный костюм, который он просил. Через несколько секунд Эрика видит, как ее брат Чиба Тошиказу машет ей. Эрика отрицает, что не знает его, и презрительно смотрит на брата. Тацуя и Миюки также встречают Мисаки и Тидзё в холле и тепло здороваются, прежде чем разойтись. Студенты начинают рассаживаться в зале, готовясь к презентации. Мы видим, как Фудзибаяси и Ано пьют чай. Фудзибаяси предупреждает Ано, чтобы он не вмешивался в их с Тацуи дела. Вскоре после этого Фудзибаяси получает сообщение, что Лу сбежал. Его сообщники перехватили транспорт и освободили его. Джуманджи получает сообщение, что ситуация может ухудшиться. Он немедленно сообщает всем студентам, чтобы они надели бронежилеты. Вскоре начинается мероприятие в главном конференц-зале, и первая старшая школа выступает с презентацией. Рин выходит на сцену и рассказывает зрителям и жюри о своих исследованиях. После презентации Рин получает аплодисменты от зрителей. За кулисами Китидзёдзи говорит Тацуя, что они больше не проиграют. Как только первая школа заканчивает свою презентацию, здание сотрясается от взрыва. Взрыв произошел из-за грузовика без водителя, который врезался в здание. Фудзибаяси и Чиба узнают об этом и спешат на место происшествия. Тошикадзу сообщает своей семье о нападении и просит отца отправить его обратно, чтобы он смог спасти Ирику. Тем временем с корабля, пришвартованного у пирса, запускают ракеты. Корабль замаскирован под грузовой. В конференц-зале врываются террористы и требуют, чтобы Тацуя и остальные студенты отдали свои карточки. Но Тацуя вступает в схватку с ними и побеждает. Другие студенты присоединяются к нему, и террористы арестованы. Тем временем террористы атакуют Якогаму. В конференц-зале Сёсуса сообщает студентам, что у них есть выбор. Есть туннель, который ведет в убежище. Студенты должны идти туда, пока не прибудет подкрепление. Студенты, вооруженные своими карточками, будут впереди, а остальные последуют за ними. Сёсуса оставляет все на Ачан. Тацуя и его друзья тем временем прочесывают здание в поисках террористов. Они добираются до главного входа, и Тацуя с помощью своего навыка определяет количество врагов поблизости. Затем Миюки использует свою магию, чтобы сделать их оружие бесполезным. После этого Тацуя и его друзья могут уничтожить террористов. Тацуя говорит, что им нужно больше информации о происходящем. Шизуку предлагает воспользоваться VIP-залом для конференций, потому что именно там политики проводят свои встречи. Она говорит, что знает, как пройти в этот зал, потому что ее отец обычно берет ее с собой в свои политические поездки. Они добираются до зала и с помощью компьютера анализируют ситуацию. Они обнаруживают, что окружены врагами. Тацуя говорит, что ему нужно уничтожить демонстрационные устройства, которые использовались для презентации, чтобы террористы не смогли их заполучить. Они добираются до конференц-зала и видят, что Сегуса и Као удаляют данные с устройств. Сегуса говорит, что Атян увела студентов через туннель. Джуманджи тоже присоединяется к ним в конференц-зале. Тацуя говорит, что его беспокоит подземный туннель. Он говорит, что студенты могут столкнуться с террористами, и это приведет к хаосу. Джуманджи немедленно отправляет 2 студентов за Атян и остальными студентами. Джуманджи говорит, что он будет патрулировать территорию и разберется с оставшимися террористами. Тацуя и остальные решают встретиться в зеленой комнате. Вскоре они понимают, что террористы тоже направляются к зданию магической ассоциации. Рин получает сообщение, что Тацуя был прав насчет подземного туннеля. Студенты столкнулись с террористами, но это не должно быть проблемой, потому что врагов мало и они справятся с ними. Тацуя чувствует, что к зданию приближается грузовик и уничтожает его с помощью магии.
Вскоре после этого Фудзибаяси, Саната и майор Казама присоединяются к Тацуе и остальным в зеленой комнате. Только Миюки не удивляется, когда Казама обращается к Тацуе как к офицеру особого назначения. Они говорят ему, чтобы он надел костюм для битвы с террористами. Тацуя собирается выйти из комнаты, чтобы взять свой боевой костюм, но Миюки зовет его обратно. Миюки поднимает голову, и комнату озаряет вспышка белого света. Миюки говорит Тацуе, что теперь он свободен. Затем студенты, которые идут по подземному переходу, сталкиваются с сопротивлением, но прибывают подкрепления и устраняют его. В конференц-центре Джуманджи просит Фудзибаяси предоставить ему машину, чтобы добраться до филиала магической ассоциации в Канто. Он хочет помочь, потому что он глава клана, и его долг – защищать членов клана и наследие магии. Фудзибаяси дает ему машину и 2 солдат в качестве сопровождения. В подземном переходе студенты оказываются под завалами, когда на место прибывает отряд механизированных солдат. Однако им удается добраться до станции метро, но чтобы их вытащить, понадобятся вертолеты. Сегуса и Шизуку предлагают позвонить своим отцам и попросить прислать вертолеты, которые помогут в ситуации. Фудзибаяси говорит студентам, что оставит с ними солдат для защиты. В этот момент появляется брат Эрики Тошикадзу со своим помощником. Он говорит Фудзибаяси, чтобы она не брала с собой солдат. Он и его помощники будут защищать студентов. Тошикадзу также приносит Эрике ее любимый меч. Тем временем Тацуя прибывает на базу и готовится встретиться со своим отрядом. Тацуя проводит разведку и уничтожает все беспилотные дроны в округе. Тем временем Мисаки в одиночку уничтожает вражеские силы на парковке для участников конференции. Все атаки врага не могут причинить ему вреда из-за его непробиваемой брони. Когда автобус будет готов забрать учеников из 3-й школы, Масаки поручит это Китидзёдзи. Он скажет Китидзёдзи, что ему нужно будет отправиться в филиал магической ассоциации в Канто. Он добавит, что это его обязанность как старшего сына клана Итидзё. Затем Сёгуса и остальные будут ждать прибытия вертолета, когда на их позиции нападут вражеские силы. Между двумя сторонами завязывается ожесточенный бой, и ученики используют все известные им техники, чтобы уничтожить врагов. Тошикадзу тоже храбро сражается вместе со своей сестрой. В следующей сцене Тацуя встречается с Янаги и Санойтой. Они показывают ему магический усилитель, который нашли в танках противника. Это подтверждает, что организация «Безголовый дракон» на самом деле сотрудничает с Великим Азиатским альянсом. Янаги сообщает Тацуе, что их помощь нужна на станции, чтобы обеспечить место для посадки вертолетов, которые прибудут для эвакуации учеников. Вскоре прибывают вертолеты, но вражеские войска тоже пытаются помешать эвакуации. В этот момент Тацуя и его отряд прибывают, чтобы уничтожить террористов, которые могут помешать эвакуации. Тем временем Джуманджи прибывает в филиал магии в Канто и помогает уничтожить вражеские силы на земле. Итидзё тоже добирается туда, и у вражеских сил нет шансов. Позже вражеские силы нападают на остальных учеников, которые все еще находятся на земле, Кирихари отрывает ногу, а Ки смертельно ранит в спину. В этот момент появляется Миюки и уничтожает врагов. Тацуя тоже прибывает на место. Он использует заклинание Возрождения, чтобы исцелить Ки и Кирихару. Дуэт возвращается, как будто ничего не произошло. В следующей сцене мы видим, как через город проходит большой отряд вражеских сил. Тацуя и его отряд прибывают и уничтожают их. Те, кто остался в живых, вынуждены отступить, чтобы не быть полностью уничтоженными. В зале для сражений Великого Альянса все сходят с ума, потому что, кажется, ничто не работает в их пользу. Позже Масаки приходит в Чайнатаун и требует, чтобы Джао открыл ворота, иначе с ним будут обращаться как с врагом. Масаки собирается напасть на Чайнатаун, но ворота открываются. Масаки входит и обнаруживает, что Джао собрал все силы Азиатского альянса в Чайнатауне. Джао уверяет Масаки, что он не враг, и в доказательство приводит захваченных солдат. Затем Кирихара и остальные студенты требуют объяснить, как Тацуя смог вылечить Кирихару и Ки. Миюки говорит, что Тацуя использовал заклинание роста. Это заклинание позволяет Тацуе узнать состояние здоровья пациента за 24 часа до этого. Он копирует это состояние и использует его, чтобы заменить поврежденную часть тела. Если рана нанесена не более 24 часов назад, Тацуя все исправит. Миюки добавляет, что эта высшая способность позволяет Тацуе лечить сразу нескольких человек. Это касается не только людей. Он может лечить людей, животных и машины.
Эта способность блокирует доступ Тацуи к другим магическим навыкам. Его способность к регенерации настолько сильна, что подавляет остальные магические способности. Поэтому Тацуя слаб в других видах магии. Студенты спрашивают, почему способности Тацуи не обнародованы. Миюки рассказывает, что Тацуя чувствует всю боль раненого в 150 раз сильнее, чем сам раненый, за 0,2 секунды. Это боль, которую он испытывает, когда лечит кого-то, и это цена, которую он платит каждый раз. Вскоре после этого Лю и Чин решают напасть на филиал магии Якогамы. Студенты летят туда, когда чувствуют мощную ауру Лю. Мэри, Лео и Эрика спускаются, чтобы сразиться с Лю. Во время битвы Лю оказывается грозным противником, но командная работа помогает студентам победить его. Тем временем Чин использует заклинание невидимости, чтобы пробраться в здание. Он заходит в хранилище и с удивлением видит Миюки. Миюки говорит ему, что видит его насквозь. Миюки превращает его в ледяную глыбу, не убивая его. Через несколько мгновений Тацуя и его отряд останавливаются, не успев напасть на вражеский корабль. На корабле находится химикат, который может уничтожить морскую жизнь в этом районе, если корабль затонет. Солдаты на корабле думают, что им удалось сбежать, но они не знают, что военные ждут, пока они доберутся до места, где нет морской жизни. Как только корабль прибывает в нужное место, майор Казама разрешает Тацуе уничтожить его. Тацуя использует мощную магическую снайперскую винтовку, чтобы прицелиться в корабль. Он усиливает пулю с помощью заклинания взрыва материала и уничтожает корабль. Это вызывает мощную ударную волну в море. Военные собираются отдохнуть, когда Фудзибаяси получает сообщение, что остальная часть вражеского флота собирается в военно-морском порту Джиньхай. Тацуя снова уничтожает флот с помощью взрыва материала. На этот раз она оставляет после себя мощную ударную волну и яркий свет, который можно увидеть за много километров. Тем временем тетя Миюки Майя связывается с Миюки по видеозвонку. Она просит передать привет Тацуе и говорит, что они с Тацуей должны как-нибудь заглянуть в штаб-квартиру. Сезон заканчивается поражением Азиатского альянса и началом новой эры для магического сообщества. Проходит несколько месяцев после событий первого сезона. Это фильм, который идет между первым и вторым сезонами. Мы наконец узнаем, что такое стратегические маги. Это маги, способные уничтожить целый город, и Тацуя один из них. Действие фильма происходит в 2096 году. Студенты третьего курса уже закончили обучение и в школе каникулы. Фильм переносит нас на остров Минами и Маи. Группа ученых проводит эксперименты над несколькими молодыми девушками. Они используют магические способности девушек, чтобы запустить энергетическую волну, которая уходит прямо в космос. На следующий день в аэропорту Альбукерке в Соединенных Штатах Америки к девушке по имени Лена подходит женщина по имени Сильвия. Сильвия говорит Лене, что штаб-квартира просит ее приехать. Лена кричит, что она только что вернулась из отпуска, но Сильвия говорит, что Лена нужна для срочного дела. Лена требует объяснить, в чем заключается миссия, но Сильвия говорит, что не может этого сделать. Сильвия в шутку говорит солдатам, чтобы они отвезли Лену обратно на базу. На следующий день они прибывают на остров Наката. Миюки, Тацуя и их друзья отдыхают на острове. Отпуск им оплачивает отец Шизуку. Группа весело проводит время, когда они видят, как прилетает военный самолет, чтобы доставить сообщение Тацуе. Тацуя читает письмо и обнаруживает, что его вызвали в армию. Тацуя сообщает Миюки, что их тетя разрешила армии помочь Тацуе. Он поворачивается к Миюки и говорит ей снять его печать. Оказывается, именно Миюки сдерживает силу своего брата. Миюки касается его головы точно так же, как она делала это в первом сезоне, и комнату озаряет вспышка белого света. Вскоре после этого Тацуя прибывает на базу Широсада. Майор Казама сообщает ему, что астероид направляется прямо на здоровье, и если он упадет, то причинит большой ущерб. Казама говорит Тацуе использовать свою магию взрыва материала, чтобы уничтожить астероид, и Тацуя соглашается. Тацуя успешно уничтожает астероид по приказу армии. Позже на моем острове Намитати ведущий ученый, также известный как директор, говорит, что он прав, и армия уничтожила астероид. Он жалуется, что им не удалось собрать достаточно данных. Он говорит команде готовиться к следующему заданию, которое состоится в ближайшие 2 дня. Ведущие ученые говорят, что если они успешно справятся со своей миссией, у военно-морского флота не будет иного выбора, кроме как дать свое одобрение. Как раз в этот момент один из ученых, доктор Манага, призывает директора к порядку. Она говорит, что девочки, которых используют для экспериментов, не восстановили свои силы, но директор одержим идеей продолжать миссию. Далее Сёгуса и Мэри отправляются в отпуск на остров Чичи. Судя по всему, острова Чичи, Минамитати и Наката
это небольшие острова большого острова Банин. Сёгуса просыпается утром и получает зашифрованное сообщение. Нам не раскрывают подробностей, но Сёгуса рассказывает о нем Мэри. В следующей сцене Миюки и остальные ее друзья отправляются на остров Минамитё, чтобы повеселиться. На острове выясняется, что на нем расположена военно-морская база. На острове также есть расширение базы, которое используется для исследований. Тем временем Сёгуса и Мэри тоже находятся на острове вместе с Миюки и остальными. Очевидно, Мэри и Сёгуса кого-то ищут. Вскоре Эрика замечает, что что-то не так, когда видит, как военная полиция обыскивает территорию. Она говорит друзьям, что пора улетать с острова. Когда они подходят к самолету, Эрика замечает, что трап опущен. Они осторожно заходят в самолет, но ничего подозрительного не находят. Самолет уже готов взлететь, когда подъезжает военный автомобиль, из него выходят двое солдат и требуют обыскать самолет. Эрика выходит из самолета, и солдаты узнают в ней дочь семьи Чиба. Эрика говорит солдатам, что в самолете нечего искать, и они извиняются и уходят. Когда самолет взлетает, Эрика говорит Миюки, что почувствовала присутствие девушки в самолете, но решила ее не выдавать. Миюки и Эрика идут в заднюю часть самолета и говорят девушке, что можно выходить. На острове Минамитё Сёгуса и Мэри возвращаются к своему самолету, и их помощник Тикучи говорит им, что гость, которого они ждали, так и не появился. Тем временем Тикучи говорит, что недавно видел точно такой же самолет в 100 метрах от них, и девушка, скорее всего, села в него. Сёоса просит Тикучи разузнать об этом самолете. Через несколько минут Миюки и остальные возвращаются на остров Наката. Тацуя уже вернулся с базы и ждет их. Они приводят девушку в дом и задают ей несколько вопросов. Девушка говорит, что ее зовут Како, ей 14 лет. Како рассказывает, что сбежала из исследовательского центра магии. В центре 8 других девушек, и они находятся в большом помещении. Тацуя говорит, что Како и другие девушки – это то, что они называют модифицированными магами. Како рассказывает, что доктор Манага освободил ее и велел бежать. Манага говорит, что если эксперимент продолжится, Како потеряет себя и превратится в куклу. Тацуя говорит, что такой эксперимент уже проводили во время войны, но потом отказались от него. Како умоляет Эрику помочь освободить ее подруг, которые все еще находятся в центре. Тацуя говорит, что если они это сделают, то рискуют вступить в войну с флотом. Остальные говорят, что они не против и хотели бы помочь освободить девушек. Видя, что его друзья полны решимости помочь, Тацуя соглашается помочь Како и ее подругам. Тем временем Лена прибывает на авианосец ВМС США. Она встречается с членами своего подразделения «Звездами». Ральф сумасшедший, Бен обычный парень, а Харди второй по званию после Лены. Очевидно, Лена тоже маг стратегического класса, как Тацуя. ВМС США считают, что эксперимент, который проводится в японском исследовательском центре магии, представляет глобальную угрозу. Проводимые исследования – это магия стратегического уровня, которая может притягивать массивные объекты к Земле. Лена и ее команда должны отправиться туда и уничтожить все данные, а также базу. Лена говорит, что использует магию взрыва тяжелых металлов, чтобы взорвать базу. План состоит в том, чтобы атаковать, когда количество гражданских на острове уменьшится, чтобы жертв было меньше. На острове Наката девушки купаются и заботятся о Како. Она рассказывает, что должна была сесть на самолет, принадлежащий Сегусе Маюми. Группа удивлена, услышав это. Како говорит, что Сегуса должна была помочь ей сбежать с острова. Миюки говорит, что нужно сообщить Сегусе, что Како с ними. На следующий день Тацуя отправляется на базу Касумагара. Он пришел забрать секретный костюм, который она обратилась к ней за помощью. Через несколько минут Тацуя спрашивает, может ли Сегуса отвезти всех, кроме него, в Токио. Он планирует проникнуть на базу и самостоятельно вызволить девушек. Однако Эрика и Лео отказываются ехать в Токио. Они настаивают, что хотят помочь Тацуя. Миюки и Ясида тоже сказали, что останутся дома на случай, если им понадобится помощь. Остальные члены группы отправятся с Сёгусой и Мэри в Токио. Тацуя, Лео и Эрика садятся на корабль и плывут на остров. Эрика вооружена своим любимым и самым мощным оружием, которое она назвала Мидзутимару. Сёгуса и остальные садятся в самолет и улетают, а Ясида и Миюки остаются дома. Через несколько минут военный самолет окружает самолет Сёгусы и требует, чтобы они вернулись на главный остров Амати.
Сёгуса связывается с ними и говорит, что у них не хватит топлива, чтобы вернуться. Солдаты знают, что она лжет, и решают сделать предупредительный выстрел по ее самолету. Сёгуса активирует магию и тоже делает предупредительный выстрел по военным самолетам. Она говорит им, что уничтожит их, если они не повернут назад и не оставят их в покое. Из страха 3 военных самолета разворачиваются и возвращаются на базу. Тем временем Джуманджи тоже прибывает на остров Минамитё. Далее Лео и Эрика переодеваются в военную форму, а Тацуя надевает свой улучшенный костюм. Тем временем Лена и Звезды проникают на базу на подводной лодке. Лена использует свою мета-вспышку, чтобы уничтожить ракетные установки базы. Джуманджи чувствует взрыв, сидя в своем кабинете, и сразу понимает, что что-то происходит. Тацуя тоже обнаруживает, что звезды уже на месте. Тацуя пробирается в здание и освобождает доктора Маринагу из камеры, где ее держат. Маринага рассказывает, что они начали эксперимент, чтобы превзойти стратегическую магию, которая уничтожила Азиатский альянс. Маринага говорит, что больше не может этого выносить и должна связаться с Сегусой. Она со слезами на глазах соглашается, что они согрешили и что девочки стали жертвами. Тацуя просит Маринагу отвезти его туда, где держат остальных детей. Маринага продолжает объяснять, что эксперимент, над которым они работают, называется падение метеорита. Он притягивает астероиды с их орбит и заставляет их падать на Землю. Тацуя сразу понимает, что они были причиной падения астероида, который 2 дня назад летел к Земле. Тацуя спрашивает, какова их следующая цель. Маринага говорит, что их цель – военный спутник Унса, который называется «Седьмой акт». Услышав это, Тацуя приходит в ярость. Он говорит, что на спутнике 60 тонн боеприпасов с объединенным ураном. Если он упадет на Землю, последствия будут катастрофическими. Тацуя и Маринага идут в исследовательскую лабораторию и узнают, что директор уже активировал последовательность заклинаний, и спутник сейчас летит прямо к Земле. Однако директор по-прежнему уверен, что он прав. Тацуя освобождает девочек и уничтожает Большой Кэт. Тацуя передает девочек Эрике и Лео. Тацуя говорит, что ему нужно вернуться внутрь, чтобы стереть все данные исследований. После того, как он уничтожил лабораторию, ему нужно найти способ уничтожить цель, не допустив, чтобы ее содержимое попало на Землю. Затем Эрика и Лео сталкиваются с Беном и Ральфом, которые сражаются с солдатами. Между ними завязывается драка. Эрике и Лео приходится нелегко, пока на место не прибывает Джуманджи. С его помощью они побеждают Ральфа, но Бену удается сбежать. В этот момент Лена взлетает в небо и направляет на базу свою магию металлического взрыва. Тацуя отражает ее магию глубокого рассеивания тумана. Тацуя удивлен, что Лена готова уничтожить базу, пока там находятся гражданские. Вскоре после этого Миюки и Яшида прибывают на самолете, чтобы забрать девушек. Поскольку место посадки сильно нагрелось, Миюки замораживает его с помощью своей магии льда. Тем временем корабли Юанзея, которые отступают, застревают во льдах. Через несколько мгновений Тацуя связывается с Миюки и Леной мысленно. Он говорит им, что ему нужна их помощь. Тацуя объясняет, что единственный способ безопасно уничтожить спутник – это отправиться в космос и растворить его до того, как он войдет в атмосферу. Лена создаст магический путь, который отправит Тацую в космос. Миюки поймает Тацую, когда он будет падать на Землю, потому что он израсходует всю свою магию. Они приводят план в действие, и Тацуя отправляется в космос. Он использует 3 мощных магических заклинания, чтобы успешно уничтожить спутник.